И, пожалуйста. Сушил я его буквально 5 минут. Так, да, зальем новой воды дистиллированной, чистенькой. И попробуем. Ну что, ну смотрим. Не так страшно оно, как кажется. Пожалуйста, все работает. Ладно, на этом опыту конец. Будем сушить дальше. Недавно мною был приобретен токарный станочек ТВ4. Сейчас он полностью разобран. Идет процесс шлифовки станины. Вот так это все дело выглядит. В гараже бардак. Поэтому я все сгруппировал в одну кучку. Думал, быстро смогу все сделать, но дело немножко затянулось. Решил сделать небольшой обзор моей мастерской. Это еще не совсем полноценная мастерская. В принципе, дело тут только начато. Царит полный хаос, бардак. Но полгода назад это выглядело вот так. Сколько ж тут наводить порядка, а? Обалдеть просто. Что вот это такое? Какие-то доски, какой-то хлам. Ну и ну. Но это видео надо будет сохранить. Как было и как будет. Нагрузил полную машину говна. Сколько добра в гараже. Это ж охренеть. Сейчас это, конечно, уже более похоже на мастерскую. Уже приобретен токарный станочек. Это я делаю для него верхнюю подставочку. Токарный станочек я подвосстановил немножко. Уже точу. Оборотики около 30. Со смазкой идет гораздо лучше. Вот так вот. Вот здесь на полу в бардаке как бы хочу облагородить свои сверла. Они лежат все в разных коробках. Решил сделать такую вот вещь. Насверлить отверстий, попрорезать их аккуратненько. Ну и самое важное, нужно будет потом распределить. Мастерская развивается, причем очень быстрыми темпами. Прошло с момента покупки первого станка всего лишь полгода. В начале лета я купил первый свой станочек ТВ4. Потратил на него 33 тысячи рублей. Потом через месяц подвернулось 3 станка. Купил я их за 25 тысяч. Это был ТВ4, опять же. Взял второй. НГФ, сверлилочка, которую до сих пор еще не доделал. Вот она стоит, красавица. И все это я взял за 25 тысяч рублей. В том числе туда вошел столик железный, тиски вот эти. И еще по мелочи там всякого инструмента. Все это я по-быстрому наладил. И ТВ4 я один продал. Продал за 25 штук. Фрезерный восстановил только недавно, практически ничего еще на нем не делал. Видимо, не знаю пока, что делать, нет проектов под него. А заказы люди как-то заказывают в основном на токарные работы. Далее, недавно был куплен станок 1А 616К. И выработка станины здесь 0,2 мм. Я решил заморочиться и восстановить. Задумал сделать такую полезную в хозяйстве вещь, как медный молоток. Идет вырубка зубилом, окончательная вырубка отверстия. Обтирать лучше всего тряпочкой из микрофибры.
Вот он мой заказ. Это лишь первая часть. Здесь в мешках заготовки по 25 штук в мешке. 40 мешков, считайте сами. Заготовки выглядят следующим образом. Я уже как-то делал такие детали. Постарался механизировать и упростить себе задачу, убыстрить процесс. В этот раз я постараюсь еще убыстриться. Во-первых, заказал не 500 штук, а сразу 1000. Меньше перенастроек станка будет и быстрее можно будет в конечном итоге сделать 1000. Вместо того 2 раза по 500 делать будет дольше. Уже установил свою приспособу для обработки конических поверхностей на токарном станке без автоматической подачи малых продольных салазок. Уже несколько мешков стружки наточил. Здесь уже проточенные детали. За час удается проточить 67-69 деталей. Может быть, на этих шпулях заработаю немного на развитие мастерской, может удастся выделить. И на развитие видеоканала в YouTube. Потому что, ребята, снимаю для вас, чтобы вы тоже развивались вместе со мной. Мастерской еще нету года, но уже даже есть такие небольшие наработки. И иной раз попадаются приличные заказы. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Приступил к изготовлению простейшего делительного устройства. Самодельный поворотный столик получился. Если приотпустить, можно вращать столик. Сегодня исполняется ровно год с тех пор, как я начал развивать свою мастерскую с нуля. Все станки мои бэушные и все куплены за вполне разумные деньги. Также все последующее, что я на них покупал, всю оснастку, все я находил за вменяемые деньги. Оснастка была как новая, так и бэушная. Также было закуплено весьма много мерительного инструмента для ремонта всех этих станков. Это токарный станок 1А616, который я уже весьма длительное время восстанавливаю, но делаю, ребята, для себя. Хочется сделать его, чтобы оно было в идеальном состоянии. Купил я его за 20 тысяч ростовских рублей. Пришлось вышабрить мне всю станину. Есть очень много видео на эту тему. Также каретку. Ну и восстановить все остальное. Процесс идет в гаражных условиях. Шабрим по-прежнему крест-накрест. 11-й проходик есть. Занимает много времени, если хочется сделать хорошо. Но оно того стоит. Кто говорит, что толстый слой краски, вот прошу обратить внимание, что здесь есть даже проблески. Надеюсь, будет видно. То есть места, где нет краски совсем, где терла именно металлом каретки по плите. По плите, ребят, добился таких интересных результатов. Вот смотрите, я двигаю эту железку, и она, видите, плывет по плите. Даже если вот ее слегка толкнуть, она все равно плывет. А вот так двигаю даже беззвучно. Слышите? Только на концах цепляет, оп, и поплыла. Вышабрил вот это место. Ну и здесь заодно, в принципе, чтоб ровное было.
интересный момент, ребята. Шабрик нужно только в рабочем положении. Сталь, ребята, непростую я выбрал для проверки, но у меня другой нету. Видите, 40ХН 2МАШ. Диаметр 75 миллиметров. Вот так, друзья, все это дело выглядит. И в конце, ну тут 31,5, пускай будет 31,5. В общем, вот что получается. 31, 31, 32, 32, 32, 31,5. И один раз 31 здесь получилось. В общем, смотрю я, что тут не больше сотки разница получается. Ребята, учтите, что подперта в центр задней бабки и произведена проточка на всю длину. Получается разброс данных всего лишь навсего в 1/100. Что я считаю весьма хорошим результатом. На данный момент здесь осталось разобраться с покраской и разобраться с установкой двигателя и подключением электропитания. Как же он режет после ремонта. Все детали моего делительно-копировального устройства готовы. Можно его собрать воедино. Сейчас я этим как раз таки и займусь, и мы его испытаем. Вал свободно вращается, но не шатается. Теперь ставим сам копир. Выглядит он следующим образом. Винтом фиксируется каленый валик, который заточен следующим образом. Если какие-то другие профили или другие шестерни, можно его вытаскивать и заменять другим валиком соответствующим. Вот так он ставится и фиксируется рукояткой. То есть мы настраиваем его на любой диаметр. Если большой диаметр, мы делаем вот так. Если маленький, мы делаем вот так. Ну, то есть для этого нужно вот это вращение. Уже практически нарезана шестеренка. И это шестеренка стальная. Сейчас как раз все будет видно, попадет ли он в нужное место. Сдвинулось ли что-то или не сдвинулось. Будь она хотя бы двухперая, уже в 2 раза быстрее будет. Но ничего. Как видите, процесс идет. Если очень нужно, можно работать. Получилась такая вот стальная шестереночка. Точная копия вот этой шестерни. Все катается, все нормальненько. На выходе получилась такая партия. Хотя заказ был в 3 раза меньше, но я решил сразу больше изготовить. Вдруг кому-то да понадобится. Наконец-то я полностью изготовил все детали моего первого двигателя Стирлинга. Теперь осталось только его собрать и показать вам, как он работает. Вот такая, друзья, получилась красота. Обратите внимание, как он на взлет пошел.
Приступаем к изготовлению турбореактивного двигателя. Ребят, обратите внимание, 4 часа ночи, и я черчу чертеж. Обратите внимание, какой он гигантский, этот самолет, получается, по моим расчетам. О как! Вот, видишь? Давай, давай. Отпускай. Как ни верти, а он все-таки полетел самодельным реактивным движком. Сделал то, о чем вы меня просили. И, кстати, ни капельки не жалею об этом. И я не стал ставить какой-то маленький ТРД с тягой 8 килограмм. Здесь целых 18 килограмм тяги.
затушил двигатель. Это было очень страшно. Стартует проект турбостартера. Ну вот, ребят, что получилось. Можно сказать, что сопло уже готовое. Будем измерять тягу. Стартуем! Возможно, выглядеть все это будет именно так. Хотя вполне возможен и другой вариант развития событий. Например, вот такой. Сделаю универсальное устройство и будем пугать народ в Ростове-на-Дону. Шучу, конечно, ребят. Мы за доброту, и все будет нормально. Начну потихоньку вытачивать все детали, нарисованные на чертеже. Они мне нужны для того, чтобы присоединить реактивный двигатель к коробке передач BMW. Это корпус подшипников. Основная деталь, которая вместе с переходной плитой будет воспринимать все нагрузки от маховика и сцепления. Бэха когда будет?
У меня все готово. Сделал даже раздвоенный выхлоп. Мы увидим, на что способен турбостартер от самолета МиГ-23, установленный вместо штатного ДВС в этот вот роскошный автомобиль. ДВС выкинут, зато стоит теперь турбовальный двигатель. Этот реактивный двигатель мне подарили подписчики, за что всем огромнейшее спасибо. Я его довел до рабочего состояния, прицепил все насосы, масляный, топливный, сделал выхлоп, подвесил его на штатную коробку передач через переходную плиту и переходной механизм. И вот мы уже готовы стартовать. Фонарик, которых мир доселе не видывал. А ну-ка, покажи эти глаза. Вот они, ребят, все 100 штук. 102. 102? Занял позицию. Как можно дальше. О! На этот раз это очень серьезный агрегат, но в очень и очень плохом состоянии. Я даже не знаю, что я с ним буду делать. Было очень-очень много грязи, пришлось вымывать все это дело керхером. Ну и соответственно я понял, что у двигателя была непростая жизнь. Обратите внимание, как проржавлены агрегаты. Гайки ржавые, ну и соответственно все внутри, кое-какие элементы даже выгнившие. Сверхвандал! Ты что делаешь? Принялись за постройку рекордного велосипеда для рекордов скорости. Уже весь этот цепной привод работает.
99, 100, 102, 103. Иха! Есть! Итак, что же из себя представляет силовая установка? Ну, во-первых, это многоступенчатый самолетный редуктор с довольно-таки большими и мощными шестернями на выходе. И двигатель не совсем простой. Он от РС машинки. Машинки, кстати, такие разгоняются где-то до 60-80 км в час. Но мы посмотрим, до каких скоростей мы сможем разогнать Бэху. Так, ну ладно, друзья, раз уж мы обещали, что на Бэху электромотор поставим. Хотелось бы, чтобы она поехала хоть как-то. Есть у нас тут один интересный экземпляр. Другого нет ничего просто. Ну вот это есть. Все по длине подходит. И вот, собственно, вещь, через которую соединяется. Здесь варен штырь со шлицами, который очень четко сюда подходит. Ну, а чтобы здесь не проворачивалось, тут у нас есть все те же самые наши любимые болты. Вкрученные вот так. Звук как в троллейбусе. Ну так. Вторая. Вторая. Отлично. 42. 47. 53. Так, ну тут надо не гнать люди. Разложился я здесь немножечко на столе, ребята. И сейчас мы вместе с вами будем решать, как же мы будем делать микрореактивный двигатель. На этот раз это будет действительно миниатюрный агрегат. На данный момент самый маленький движочек у меня вот такой. Оцените его размеры. Теперь оцените размеры моего самодельного двигателя, так как это фабричный. А теперь оцените размеры двигателя, который мы будем делать. Безумно интересная штука получается. Если учесть, что это супер-мега жаропрочка. Обработал лопасти на одной крыльчатке. Вот так они выглядят, ребят. Буквально можно дунуть немножко на нее. И она начинает вращаться активно. Доделал 3 сопловых аппарата, ребята. Проточил их на токарном станке. И вот такая красота получилась. Мне лично нравится то, что я вижу. Это какое-то золото Макены.
Да уж, кочегарит он, конечно, знатно. Ну что, понеслась? Вибрации адские. Все хорошо, но вибрации адовые просто. Страшно рядом с такими вещами находиться. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну и для фиксации результата небольшой обзорчик нынешнего состояния мастерской. Здесь, как и прежде, стоит мой любимый токарный станочек, и на нем я делаю экономию металла. А сбоку от него сварочный столик из нержавейки. Здесь у нас пару фрезерных станков, которыми нужно будет еще в будущем заняться. Отреставрировать и начать точить на них наконец-таки что-то. Тут у меня кухня с чайничком, компрессор. Кстати, вот я тут балуюсь, притащил более крупный баллон, набираю воздух и занимаюсь всевозможной экспериментальщиной. Огромный стол 6-метровый из ценных пород древесины. Ну и всякие разные полочки для хранения добра. Маленькие станочки стоят по-прежнему внизу. Здесь тоже небольшая перестановка. Опять же есть рабочий столик. Ну и вот они, станочки. А я, как и раньше, снимаю на GoPro-шку, чтобы вспомнить, как это было. На GoPro-шку, кстати, очень приятно снимать, потому что полет мысли более качественный получается. Ты кнопку нажал и знаешь, что она снимает. Потому что угол широкий, работает все в автомате и все, в принципе, прекрасно получается в плане интересности видео. На большую фотокамеру снимать, скажем так, проблематично в том плане, что все время отвлекаешься, думаешь, а как же там идет процесс. То есть, чтобы на такие камеры снимать, уже нужен оператор. А так вот с GoPro-шкой можно кайфовать вообще. Снимать очень просто и очень приятно. Хороший полет мысли, полет фантазии. И да, друзья, пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо всем, кто помогал в развитии моего канала. Кто-то донатами, кто-то советом, кто-то помог что-то сделать. Это для меня просто бесценно, я об этом все время буду помнить и никогда не забуду. Ну а у меня на этом все. Всем, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, ребят. До новых встреч.